Olá, seja bem-vindo ao canal Atividades Ligenas para Tradução. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня будем готовить Наполеон. Как всегда, список всех ингредиентов вы найдете ниже в описании под видео. В пшеничную муку добавляю соль и натираю замороженное сливочное масло. Слегка перемешиваю и перетираю до получения однородной крошки. Вливаю светлое пиво и собираю тесто в однородный комок. Тортик я буду делать диаметром 24 сантиметра, поэтому тесто разделяю на 10 частей. Каждый кусочек обваливаю в муке и выкладываю на досочку. Закрываю полиэтиленовым пакетом и убираю в холодильник минимум на час. Теперь приготовим заварную основу. В молоко всыпаю ванильный сахар и добавляю яйца. Крем можно приготовить с кукурузным крахмалом либо пшеничной мукой. На мой взгляд, крем получается вкуснее с пшеничной мукой. Хорошо перемешивая, переставляю на плиту и на медленном огне при постоянном помешивании варю крем до загустения. В горячий крем добавляю сливочное масло. Хорошо перемешиваю, переливаю крем в миску и накрываю пищевой пленкой в контакт. После того, как крем достигнет комнатной температуры, я убираю его в холодильник. На бумаге для выпечки с силиконовым покрытием рисую окружность диаметром 24 сантиметра. Таким образом, при раскатке теста будет удобнее сориентироваться, потому что во время выпечки коржи сокращаются. Заранее кусочки теста из холодильника доставать не нужно, поэтому присыпаю поверхность мукой, достаю по одному кусочку и раскатываю. Все коржи я выпекаю на 2 листах. Количество теста, которое выходит за окружность, как раз хватит для украшения торта в конце. Накалываю вилкой и перекладываю на противень. Выпекаю в разогретой духовке до 200 градусов 12-13 минут. Корж вырезаю сразу же, пока он горячий. Коржи аккуратно складываю стопкой, а обрезки теста перекладываю в отдельную тарелочку. Теперь осталось хорошо взбить холодные сливки. Заварную основу достаю из холодильника и хорошо перемешиваю.
Теперь небольшими частями подмешиваю взбитые сливки. Весь крем я поделила на 11 частей, 10 коржей и 1 бортик. Таким образом, на каждый корж примерно потребуется по 110 граммов. С помощью чеснокодавки измельчаю обрезки от коржей. Вы можете воспользоваться любым удобным для вас способом. Для декора я сегодня буду использовать розмарин и гранат. Разрезаю тортик через 2 часа. В первые часы он еще хорошо хрустит, а после этого он становится более мягкий и влажный. Если вам понравился рецепт, то делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. Готовьте с удовольствием и не бойтесь экспериментировать. Всем пока!